Понять, почему археологи долго не видели здесь ничего необычного, несложно. С земли обычный лес, с воздуха сплошной зеленый покров, плотный и почти однородный, без признаков человеческой деятельности. Ситуация изменилась только с появлением дистанционного зондирования. Местность фактически пришлось заново перерисовывать. На новых данных, например, проявилась дорога, ведущая к гробнице, которая на поверхности никак не считается. Сегодня этот регион исследуют иначе. Лес просвечивают лазером, чтобы увидеть под кронами остатки древних городов. На планете есть регионы, где сосредоточено большое количество скрытых археологических объектов. Один из них – зона на границе Мексики, Гватемалы и Белиза, часть Мезоамерики, где в разное время существовали развитые культуры. Если посмотреть на современную карту, крупные города чаще расположены в горах или у побережья. Майя действовали иначе. Около 3000 лет назад они начали осваивать обширные территории и строили поселения прямо в глубине тропического леса. Плотность этого леса трудно передать. Масштаб плохо соотносится к привычной картине заселенных территорий. Трудно представить, что в подобных условиях могли существовать крупные города. Но именно здесь находится Тикаль, один из крупнейших и наиболее изученных центров майя в низменностях. Ощущение на месте быстро убирает любые абстракции. Высокие деревья, в том числе махагони, густая растительность и переплетенные корни. Воздух влажный и тяжелый. Утром непрерывный фон звуков птиц. Ночью громкие крики ревунов, которые легко принять за звуки крупных животных. Основная проблема здесь не только в опасности, а в ограниченной видимости. На расстоянии нескольких десятков метров объекты уже теряются в растительности. Если представить, что крупный современный город оставить без людей на несколько сотен лет, результат будет похожим. Растительность постепенно перекрывает улицы, здание разрушается, а планировка сохраняется лишь на форме рельефа. В Тикале строительство продолжалось около 1300 лет. Последняя датированная каменная плита относится к 869 году нашей эры. После X века город, как и многие другие центры майя, был оставлен. Дальнейший процесс сложно восстановить поэтапно, но результат очевиден. За десятилетия площади зарастают лианами, пирамиды теряют окраску, фундаменты домов скрываются под слоем почвы и растительности. Новые поселения поверх старых здесь не возникает. Для археологов это редкая ситуация. В большинстве регионов древние города перекрыты современными. Классический пример – Мехико, построенный поверх более ранних слоев. В низменностях майя огромные территории оказались просто накрыты лесом, который закрыл поселения, но не разрушил их полностью. Возникает важная особенность – растительность одновременно скрывает и сохраняет. С одной стороны, под кронами почти ничего не видно, с другой, отсутствие последующей застройки позволяет сохраниться исходной планировке. Именно это делает регион особенно интересным для исследования. Если вы чувствуете себя как Индиана Джонсон, вам точно туда. Когда в середине 19 века Тикаль фактически открыли заново, почти все, кроме верхушек храмов, было скрыто. Фотографии конца 19 века, сделанные Альфредом Моцли, показывают, насколько ограниченным было тогда понимание. Даже после расчистки вокруг крупных пирамид исследователи видели лишь отдельные участки и могли составить только приблизительное представление о структуре. В то время о майях знали значительно меньше, чем об ацтеках. Оставался открытым вопрос, являются ли такие комплексы исключительно ритуальными центрами или это полноценные города с постоянным населением. Ответ появился только спустя десятилетия. В середине 1950-х годов правительство Гватемалы построило взлетную полосу, создало национальный парк и заключило соглашение с Университетом Пенсильвании. Исследователи получили доступ к Тикалю на 13 лет,
Они могли изучать и реставрировать объект, при этом все находки оставались собственностью страны. В рамках этой работы была создана подробная карта участка площадью 16 квадратных километров, около 2000 построек, системы водоснабжения и особенностей рельефа. Этого оказалось достаточно, чтобы уверенно говорить о Тикале как о крупном городе с населением в десятки тысяч человек. Дальнейшее исследование продвигалось медленно. Археологи прокладывали узкие маршруты через лес, двигались параллельными линиями с компасами, фиксируя все, что удавалось обнаружить. Иногда дорога к месту работ занимала до 2 часов в одну сторону. К началу 21 века стало ясно, что таким способом охвачена лишь небольшая часть территории, примерно 1/5. Перелом произошел, когда к археологии подключили авиационный лидар. Принцип его работы основан на измерении времени, на которое лазерный импульс возвращается к датчику. Идея возникла еще в 1960-х, но ключевым шагом стало размещение оборудования на самолетах. Полет выполняется на высоте около 600 метров. Скорость невысокая, траектория строго задана. Самолет проходит участок полосами, как при стрижке пуделя. Сканер колеблется примерно 25 раз в секунду, отправляя импульсы под разными углами. В сумме это сотни тысяч измерений каждую секунду, порядка 400-450 тысяч. По мере движения луча его диаметр увеличивается и к моменту достижения кроны составляет около 20-30 сантиметров. В каждом импульсе содержится большое количество фотонов, которые рассеиваются при столкновении с листьями, ветвями и поверхностью Земли. К датчику возвращается лишь небольшая часть сигнала. Луч проходит расстояние порядка километра туда и обратно со скоростью света. Даже самый плотный лес не является полностью непрозрачным. Часть импульсов проходит между ветвями и достигает поверхности. Если на квадратный метр приходится около 10-15 импульсов, обычно хотя бы один фиксирует Землю. В результате формируется облако точек, набор координат с привязкой по широте, долготе и высоте. Далее данные обрабатываются. Алгоритмы разделяют точки, относящиеся к растительности, и точки, относящиеся к поверхности. После этого можно убрать лес и получить модель рельефа. На этом этапе становится видна геометрия. Террасы, насыпи, платформы и дороги. Но это еще не готовая археология. Лидар показывает форму, но не объясняет ее. Он не дает точного возврата объектов и не определяет их назначение. Для этого по-прежнему необходимы раскопки и работа на месте. Тем не менее, разница с предыдущими методами принципиальная. Ранее археолог должен был фактически наткнуться на объект в лесу. Теперь можно сначала увидеть структуру целиком, а уже потом выбирать точки для исследования. Конечно, ошибки возможны. Иногда природные формы принимают за искусственные, иногда реальные объекты остаются незамеченными. Но в целом данные чаще оказываются неполными, чем ложными. Это означает, что обнаруженные структуры, как правило, действительно существуют, а их реальное количество может быть еще больше. К этому добавляется еще один фактор – масштаб данных. Съемки охватывают десятки и сотни квадратных километров, а обработка информации занимает месяцы. Речь идет о миллиардах точек. Такие проекты требуют значительных ресурсов, но результат меняет представление о регионе целиком. Первое крупное применение лидар в регионе произошло в 2009 году на участке Караколь в Белизе. До этого момента территория считалась изученной лишь частично. Основные храмы были известны, но окружающая застройка оставалась фрагментарной. После сканирования площадь, доступной для анализа территории, увеличилась в несколько раз. Вместо отдельных объектов появились связанная картина – жилые платформы, дороги и террасы для сельского хозяйства. Особенно важным оказалось именно сельское хозяйство. На данных проявились системы террас и каналов, которые раньше просто не фиксировались. Это означало, что речь идет не о разрозненных поселениях, а о плотной, организованной среде, способной поддерживать значительное население.
После этого стало ясно, что метод применим не точечно, а на уровне регионов. Следующий шаг сделали уже в Гватемале. Так, в 2016 году начался масштабный проект съемки северных низменностей. Когда исследователи впервые открыли полученные данные, эффект был предсказуемо сильным. За короткое время удалось обнаружить больше объектов, чем за десятилетия полевых работ. В общей сложности было выявлено около 60 тысяч структур от отдельных платформ до сложных инфраструктурных элементов. Для сравнения, это сопоставимо с количеством зданий в современном городе среднего размера. Но здесь речь идет не о компактной застройке, а о распределенной сети, растянутой на десятки километров. Это напрямую повлияло на оценки численности населения. Если раньше предполагались миллионы жителей, то после анализа данных речь пошла уже о более чем 7 миллионах человек в регионе. Причем это не условная цифра, а вывод, основанный на плотности застройки и инфраструктуре. Даже в Тикале, который изучался более 100 лет после применения лидар, границы заселения расширились примерно в 4 раза. За пределами ранее известных участков обнаружились жилые платформы, дороги и каналы. Некоторые из этих объектов находились в заболоченных районах, где традиционные методы практически не работали. Отдельные находки показали и культурные связи. Например, была зафиксирована пирамида, выполненная в архитектурном стиле, характерном для регионов, расположенного примерно в 1000 километров от Тикаля. Это указывает на дальние контакты и обмен. Появилась возможность анализировать и социальную структуру. По размерам и расположению платформ можно предположить, где находились более обеспеченные дома. Важно, что такие участки распределены не только в центральных зонах, но и по всей территории. Это говорит о более сложной системе организации, чем предполагалось ранее. Лидар позволил выйти за пределы монументальной архитектуры. Раньше внимание сосредотачивалось на храмах и пирамидах. Теперь же становится видна повседневная застройка, то, как люди жили, как организовывали пространство, как адаптировались к условиям конкретного ландшафта. Один из показательных эпизодов связан с участком к северу-востоку от Тикаля. По данным сканирования, исследователи выделили небольшую возвышенность правильной формы. На месте оказалось, что туда уже добирались грабители, вероятно, десятилетия назад. Однако глубже сохранились нетронутые слои. Внутри обнаружили раннюю гробницу с останками правителя, элементами нефритовой маски и редкими морскими раковинами. Позже выяснилось, что кости покрыты резьбой. Изображен человек в маске, аналогичной найденной. Надписи позволили идентифицировать и самого правителя, и связанное с ним божество. Такие находки показывают, насколько точечно можно работать с данными. Сначала выявляется структура, затем выбирается место для раскопок, и только после этого появляется интерпретация. Но Мезоамерика не единственный регион с подобной ситуацией. Похожая картина наблюдается и в Юго-Восточной Азии, в Камбодже, в районе Ангкора. Ангкор-Ват – крупнейший религиозный комплекс в мире, построенный в первой половине XII века при короле Сурьявармане II. Его планировка изначально создавалась как единая система, а не формировалась постепенно. Однако значительная часть этой системы долгое время оставалась скрытой. С земли видны в основном каменные храмы. Все остальное – дороги, каналы, насыпи – перекрыто растительностью. Как и в случае с майя, это создавало искаженную картину. Вместо города исследователи видели отдельные архитектурные объекты. Когда в начале 21 века начали применять сканирование в районе Ангкора, стало ясно, что речь идет о гораздо более сложной структуре. Под слоем леса обнаружилась разветвленная сеть каналов, дорог и жилых зон. Это была не просто группа храмов, а полноценная городская система. По оценкам исследователей, Ангкор был одним из крупнейших городов своего времени по площади, причем его организация отличалась от привычных нам компактных городов.
Значительная часть застройки была распределенной и связанной инфраструктурой. Если посмотреть на карту, становится заметна регулярность. Прямые линии каналов, пересечения дорог, прямоугольные участки. Для современного наблюдателя это может вызвать ассоциации с техническими схемами, но здесь важно учитывать контекст. Это результат инженерных решений, связанных с управлением водой и распределением ресурсов. Кхмерские инженеры не оперировали современными научными моделями, но практическое значение, накопленное поколениями, позволило создать систему, которая эффективно работала в условиях тропического климата. Управление водой было ключевым фактором. Каналы, резервуары и распределенные структуры обеспечивали стабильность сельского хозяйства. Когда европейские исследователи впервые столкнулись с Ангкором, они увидели каменные сооружения среди леса. Основная часть города оставалась невидимой, поскольку была построена из менее долговечных материалов – дерева и земли. Лидар позволил восстановить эту утраченную структуру и связать отдельные элементы в единую систему. Сегодня исследование продолжается. Новые съемки уточняют карту, появляются детали, которые раньше не фиксировались. Но общий вывод уже сформирован. Ангкор – это пример сложной инфраструктуры, созданной без современной научной базы в ее нынешнем виде, но с высокой степенью инженерной точностью. Если в случае с Мезоамерикой и Ангкором задача заключалась в том, чтобы увидеть скрытую структуру и восстановить ее, то следующий шаг – посмотреть, где еще подобные методы меняют представление о прошлом. Здесь логично посмотреть на регионы, которые считались хорошо изученными. Один из таких примеров – Теотиуакан в Мексике. Этот город исследуется более 100 лет, и его планировка в целом известна. Тем не менее, Лидар позволил увидеть то, что раньше оставалось вне внимания. Дополнительные жилые зоны за пределами центра, ирригационные системы и изменения рельефа, сделанные человеком. Оказалось, что даже в хорошо изученных местах остаются участки, которые не фиксируются при наблюдении с поверхности. Похожая ситуация наблюдается в Амазонии. Долгое время считалось, что тропические леса в этом регионе не позволяли формироваться крупным обществам. Сканирование в Бразилии и Боливии показало обратное. Под лесом обнаружили геометрические земляные сооружения, дороги и участки, явно созданные человеком, жаль, что не гуманоидами. Некоторые из них образуют правильные фигуры – круги, квадраты, соединенные прямыми линиями. Это указывает на организационную деятельность и устойчивые поселения, существовавшие в условиях, которые ранее считались неблагоприятными для сложных обществ. Даже в других регионах, которые воспринимались как изученные, появляются новые данные. В Камбодже, помимо Ангкора, выявлены дополнительные центры, связанные с ним инфраструктурно. В Индонезии зафиксировали террасные системы, скрытые под растительностью. В Китае участки древних дорог и стен, которые не обнаруживались традиционными методами. В каждом случае речь идет не о единичных находках, а о пересборке представления о территории. Если в джунглях что-то скрывается, рано или поздно мы это найдем. Но вот под водой ситуация сложнее. Лазер плохо проходит через воду, поэтому здесь чаще используют гидролокаторы. Тем не менее, в прибрежных зонах методы частично пересекаются. В Греции, в районе Павлопетри, удалось достаточно точно восстановить план затопленного города, улицы, здания и дворы. Это один из примеров, где структура сохранилась и может быть интерпретирована без значительных допущений. Есть и менее однозначные случаи. У побережья Индии в районе Дварки зафиксированы структуры, напоминающие городскую застройку. Прямоугольной формы и каменные блоки. Однако их происхождение остается предметом обсуждения. Часть исследователей рассматривает их как останки поселения, часть как результат природных процессов. Похожая ситуация наблюдается у японского побережья в районе Йонагуни. Объект с четкими геометрическими формами долго рассматривался как возможное искусственное сооружение, но большинство специалистов склоняется к его природному происхождению.
Эти примеры показывают, что наличие формы еще не означает однозначной интерпретации. Если расширить масштаб, становится видно, что речь идет не о редких исключениях, а о повторяющемся явлении. Технологии позволяют фиксировать структуры, которые ранее оставались незаметными, но сами по себе они не дают окончательных ответов. Любая модель требует проверки, а любые выводы – сопоставления с данными раскопок и контекстом. Есть еще один аспект, который напрямую связан с настоящим. На карте мира уже есть территории, где жизнь остановилась или постепенно уходит, заброшенные промышленные зоны, города, покинутые из-за экономических причин или районы, оставленные после катастроф. Пока они сохраняют привычный вид, читаются дороги, стоят здания и видна инфраструктура. Со временем растительность начинает менять ландшафт. Через несколько десятилетий дороги зарастают, конструкции теряют устойчивость. Через более длительный период исчезают легкие элементы, разрушаются перекрытия. Через несколько веков от большинства современных городов остаются не здания, а следы в рельефе, те формы, которые можно фиксировать инструментально. Даже материалы, которые воспринимаются как долговечные, со временем теряют свои свойства. Без обслуживания бетон разрушается, металл ослабевает, а стекло теряет целостность. В результате структура города перестает быть архитектурой и превращается в распределенную систему остатков, которые можно интерпретировать только по косвенным признакам. Для исследователя будущего это будет выглядеть иначе. Он не увидит привычных нам фасадов и деталей. Перед ним будет структура, сетка улиц, распределение фундаментов и следы инженерных систем. На основе этих данных можно будет реконструировать принципы организации пространства, определить зоны активности и понять, как функционировала инфраструктура. Именно в этом направлении уже развивается археология. В центре внимания оказывается не отдельный объект, а система связей, дороги, водные ресурсы и распределение поселений. Это позволяет рассматривать прошлое как целостную среду. Тот же сдвиг со временем произойдет и в отношении современных городов. Они перестанут восприниматься как совокупность зданий и будут рассматриваться как структуры, оставившие след в пространстве. То, что сегодня кажется устойчивым и очевидным, в долгосрочной перспективе превращается в данные, требующие интерпретации. И в какой-то момент исследователь, анализируя такие данные, увидит знакомые формы, но их смысл будет определяться уже его собственным временем. Для него это будет прошлое, а для нас с вами все еще настоящее.